Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Сегодня я буду воплощать свое давнее желание сшить корзинку из шнура. Пару роликов я видела еще несколько лет назад, но голый шнур мне как-то не очень нравится. И этот шнур, тот, который у меня есть, тоже не особо привлекательный. Толщина этого шнура 4 миллиметра и в распоряжении у меня 60 метров. И я понятия не имею, сколько уйдет на корзинку. Думаю, этого хватит. Надеюсь, что этого хватит. Расход посчитаю в конце и озвучу. Поскольку я джинсоманка, как вы все знаете, и корзинку я хочу джинсовую, то буду обматывать шнур джинсовыми лентами. Здесь я уже изрезала 2 штанины. Ленты я режу по долевой нити шириной 2,5 сантиметра. Нарежу еще 2 или 3 цветов. И причем режу я не джинсы, а штаны стрейч с джинсовым дизайном. То есть имитация джинсов. Вот смотрите, у этих и в особенности у этих с изнаночной стороны просто синтетические нити, черные. Если долго держать их в руках, то руки становятся влажными. Здесь не видно ни долевой, ни утка. Вот смотрите, да, вообще абсолютно, ну, обычный стрейч, да. Поэтому я режу полосы, ориентируясь по лицевой стороне. И вытаскивая несколько долевых нитей, ну вот как здесь, да, с краев, чтобы не было большого перекоса. Здесь тоже, ну вот не видно, здесь черные, их практически не видно. Продолжу нарезать полосы. Хотите, нарезайте полосы по косой, по утку, как вам больше нравится. Не спрашивайте меня, как они себя поведут, я не знаю, не пробовала, это будет уже ваш эксперимент. Я решила резать по долевой, чтобы полосы у меня были длинные, чтобы меньше было стыковок. Средняя длина полос у меня 70 сантиметров, 75 иногда выходит, ну, в зависимости от длины брюк. Полоски 3 цветов у меня нарезаны. Значит, вот 3 джинсов у меня ушло. И теперь можно было бы уже начать сшивать корзинку, да, вот из этого шнура, вот таким образом. И попутно обматывать джинсовыми лентами сам шнур. Но я подумала, что когда-то у меня все равно, вот смотрите, моток достаточно маленький. Может потом образоваться вот так вот, как-то скручиваться начнет этот шнур. Мне его надо будет распутывать. Тут же эта лента. В общем, я боюсь, что будет неудобно. И надо будет все время останавливаться, подворачивать. Мне кажется, это будет намного дольше, нежели я сейчас сяду и под интересные фильмы, опять же, вот таким образом просто весь шнур оберну вот так вот, ну, с небольшим здесь нахлестом, вот таким образом перемотаю его, вот так вот весь обмотаю не спеша. И потом, когда я уже буду шить, я уже буду просто ну, концентрироваться на самой корзинке, а не на вот шнуре, обмотке, чтобы он не запутался, чтобы он не перекрутился. Поэтому сделаю так. Буду ли я ленты между собой соединять? Не знаю, наверное, нет. Буду, наверное, вот внахлёст просто прикладывать и продолжать дальше обмотку.
Вот смотрите, у меня моток 30-метровый первый подходит к концу, заканчивается, а полосок еще, ну, не скажу, что много, но есть еще. Поэтому я начну второй моток. Не знаю, сколько у меня тут будет, метров 5, может быть, еще. И как вы видели, полоски я все-таки между собой стачиваю зигзагом, потому что я их очень плотненько наматываю. Если наматывать внахлёст, ну не получается, она отрывается, да, так сказать. Поэтому приходится стачивать. Вот что получается. Обматывать шнур я закончила. У меня получилось, ну, примерно 35 метров. Я точно не мерила, но вот от нового мотка, наверное, метров 5 я еще обмотала. Обрезать я не стала, потому что я не уверена, что мне хватит на хорошую большую корзинку. Поэтому, если что, я просто еще нарежу вот таких полос и буду дальше обматывать и дальше нашивать корзинку, да, делать. Потому что, ну, как мне кажется, такая работа достаточно трудоемкая, да, вот это все обмотать и корзинку какую-то кукольную получить не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы изделие было нормального размера. Делать я буду следующим образом. Я возьму, так, здесь у меня было на клей посажено. Вот 20 сантиметров. Я не знаю, сколько нужно. Я никогда не делала, не пробовала. Ну вот буду прямо при вас экспериментировать. Возьму 20 сантиметров. Вот так вот. И начну вот таким вот образом делать дно. То есть за основу я возьму 20 сантиметров. Вот они мои 20 сантиметров. Вот таким образом я сгибаю. Выставлю сейчас зигзаг. Зигзаг, ну, мне можно самый широкий выставлять до 9 миллиметров, но я сильно широкий не буду. Я поставлю 6 миллиметров. И плотность зигзага я сделаю поменьше, скажем, 2. Нитки у меня подобраны в тон, вот точно такие же темно-синие, их видно не должно быть. Поэтому я надеюсь, что вот благодаря такой плотности 2 миллиметра у меня дно будет жестче. Потом, когда я уже буду делать стенки, я поставлю плотность, ну, 3-3,5, наверное. Не знаю еще, ни разу не пробовала, буду пробовать. Так, ну, начнем. Так, что получается? Ну да, получается достаточно плотно. Этот зигзаг видно. Ну, я считаю, что ничего страшного. Это будет дно, поэтому, в принципе, нормально. Ну, можно, наверное, даже все-таки его сделать не 2 миллиметра, а 2,5. Действительно, что-то слишком мелко как-то.
вот достаточно плотное такое дно получается. Размер его сейчас померяем. Так, здесь уже 16,5 и здесь 34. Но я, наверное, сделаю еще пару витков, чтобы у меня было хотя бы 35 дно по длине. Может быть, 2-3 витка, и начну формировать уже стенки. Вот я формирую закругление. Вот эту веревочку я ее чуть подтягиваю. Ну, закругления резкого здесь не получится. Оно будет, видимо, вот как-то плавно. Извините, если много пальцев здесь у меня, но тут надо и, так сказать, натягивать и прижимать, поэтому я тут вот задействую все, что можно. Закончилась у меня обмотка. И вот такого размера у меня получилась корзина. Ну, это маловато. Мне нужно еще, ну, вот столько добавить. Это где-то 10-11 рядов. Каждый ряд у меня, я померила, это 109 сантиметров. То есть где-то 11 метров мне еще нужно обмотать. Здесь я уже тоже приготовила джинсы, тоже вот светлые. Ну, я решила, что здесь будет темное, а вот постепенно туда к светлому переход. Поэтому, ну, продолжу сейчас обмотку. Сделаю еще метров 11-12. И буду уже корзину эту доделывать.
Корзинку сшивать я закончила. Ну, вернее, вот этот шнур. Высота у меня получилась 27 сантиметров. Вот здесь вот, где шнур я обрезала, заканчивается. Вы видели, я вышивала. Сделаю вот такую вот нашивочку, спрячу вот этот вот конец, да, шнура неприглядный. Осталось у меня, ну вот, наверное, метров 10. Я уж разматывать не буду. Ну, то есть, вот примерно 50 метров у меня ушло на такую корзинку. В принципе, объем очень хороший, большой. Она очень вместительная, большая такая корзинка. Ручки я буду делать вот из этого пояса. Он очень-очень стрейч, он был желтый от времени, от носки. Я его прокипятила с содой, и он стал беленький. Это вот на заметку тем, если у кого-то есть совсем старенькие джинсы желтоватые. Не знаю, почему я решила прокипятить с содой, но вот решила, и это сработало. Флизелином дублировать я здесь не буду, скорее всего. Вот у меня есть стропа. Я вот таким образом заутюжу. Ну, как оно и было, собственно, да. Вот. И зафиксирую это все. Спрятала я этот конец веревки, который обрезала. И вот так вот корзинка выглядит внутри. Здесь я пришила вот такой открытый карман. Сначала я его вот так вот приложила, притачала, затем отогнула и сверху закрыла вот тот срез. Карман можно сделать, конечно, на молнии, на кнопке, с клапаном, как хотите, кому как нравится. Можете и обычные карманы, да, джинсовые нашить. Здесь вот я сделала такую шлевку, наверное, с карабином. Для чего? Вот мой кошелек, который, как вы помните, я шила и показывала, как его шить. Я его буду вот так вот пристегивать и класть в корзинку, чтобы он отсюда никуда не делся, для надежности. Вообще корзинки разного рода в Европе распространены, в частности в Германии, очень модные. С ними принято ходить за какими-то небольшими покупками. И с таким довольно аристократичным налетом люди выходят. Тут, значит, свежий багет торчит, тут зелень, фрукты, овощи какие-то. Ну, выглядит очень даже так аппетитно. Очень часто я вижу покупателей, вот они идут с корзинками. Корзинки и плетеные, и всякие, достаточно жесткие. Вот у меня, например, корзинка, ну вот под воздействием ручек она вот так сомкнется, да, то есть она не будет открытая. Я часто вижу корзинки жесткие, вот так открытые, и они еще ниже. И вот лежит у покупателя кошелек вот так, но как-то очень даже так привлекает внимание. Поскольку я, так сказать, человек, сделанный в СССР, ну, я решила вот таким образом подстраховаться, да. Я, конечно, уверена, что кошелек мой никто не украдет, но, тем не менее, мне так будет спокойнее, когда он будет привязан. Вот так я сделала ручки. Здесь все закрыто, да, внутри вот эта лента, которую я показывала. И вот таким образом я их сейчас сюда размечу и пришью вот так вот квадратиком и еще так вот крест-накрест для надежности. Вот что у меня получилось. Вот такая корзинка. Достаточно вместительная. Можно сверху здесь придумать какой-то клапан, да, который будет застегиваться, но я не хочу, мне не надо. Я хочу, чтобы у меня была именно открытая корзина. Подведу итоги. На изготовление этой корзины я потратила 3 дня. Ну, не полностью дни, а вечера, так сказать. Ну, продолжительные вечера. Я работаю, как вы знаете, до 2-3 ночи я сижу, шью. 50 метров веревки у меня ушло, 8 штанин длиной 70 сантиметров. Я потратила именно штанин, а не брюк. И весит эта корзина 950 грамм. Я ее специально взвесила. Да, она не легкая, но тем не менее
все равно результат меня устраивает. Я с этой корзиной не планирую ходить каждый день. Это не сумка на повседневную носку. Так что я считаю, что нормальный вес вполне вот именно для такого изделия. На этом я буду прощаться. Если вам нравится то, что я делаю, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения. До свидания.